Камера, которая днем снимает на уровне флагманов, с небольшими оговорками. Быстрая 40-ваттная зарядка, NFC, работающий в России, правда только с бубном, и если вы не гик, на него вы можете не рассчитывать. Мини-джек для подключения ваших проводных наушников, игровой режим, моментальная разблокировка с помощью отпечатка пальца или по лицу. Довольно компактный размер для экрана в 6,4 дюйма. И есть всего одна веская причина его рассмотреть к покупке, ведь установка Google сервисов на него непрекращающаяся боль, хотя я без них существовать смог довольно свободно. Это, конечно, не Huawei P40 Pro, который у меня является основным, но младший брат Титана. Tube 770, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании к видео. А сегодня я расскажу вам о телефоне Huawei P40 Lite. Как всегда, кратко и емко. Упаковка стандартная для Huawei. В комплект смартфон, зарядка на 40 Вт, скрепка для извлечения сим-карты, защитная пленка уже наклеена, но убивается она просто моментально. Чехла, к сожалению, нет. Я об этом знал и поэтому купил нилкинский чехол заранее. Документация, которая не особо нужна, и гарнитура. Я уже не помню, кто из производителей последним клал в комплект со смартфоном гарнитуру. Однозначно это плюс в карму Huawei. Жаль, конечно, но выглядят они прямо из 90-х, с тех самых супер дешевых китайских ноунеймов. А ведь мы помним качество беспроводных гарнитур от Huawei. Тот же шнурок Freelace Pro, который, правда, стоит как половина этого телефона, и обзор на него вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Здесь же мы видим пластиковую сеточку и абсолютно плоский звук у этого шнурка. Исключительно на первое время пойдет и исключительно для разговоров. Сам смартфон для бюджетника довольно приличных характеристик на сегодняшний день. Процессор свежий, Kirin 810 образца 2019 года. Количество ядер процессора 8, 2 ядра Cortex A76 на 2,2 ГГц и 6 ядер Cortex A55 на 1,9 ГГц. Процессор выполнен по 7-нанометровой технологии. Не супер топ, но нормально. Видеопроцессор Mali G52. Объем встроенной памяти 128 ГБ, внутренняя память UFS 2.1. Объем оперативной памяти 6 ГБ. Тип LPDDR4X. Слот для сим-карт памяти есть. Карты понимают объемом до 256 ГБ. Он здесь совмещен с сим-картой. В общем, это минимальные, но достаточные характеристики по железу. По качеству изготовления претензий в общем нет, за исключением задней крышки, выполненной из пластика. Да, она красиво смотрится, но это не стекло, как у многих его конкурентов, хотя носить вы будете 100% этот телефон в чехле. Вес смартфона 183 грамма. Размеры довольно компактные, 76,3 мм на 150,2 мм на 8,7 мм. По тестам данный процессор набирает в Antutu 306 тысяч баллов, что вполне неплохо. Тротлинг-тест Smart проходит всегда достойно, провалов я не наблюдаю. Температура не поднимается выше 37 градусов, стресс-тесты также проходят без замечаний. Хоть и процессор довольно не свежий, вопросов по производительности к нему никаких. Все результаты популярных синтетических тестов вы сейчас наблюдаете на экране. По играм расскажу чуть позже. Но спойлер, мне в него играть понравилось. Теперь батарея. Она в смартфоне имеет емкость 4200 мАч. Аккумулятор литий-полимерный, тип разъема для зарядки USB Type-C, беспроводной зарядки, конечно же, нет. Функция быстрой зарядки в наличии. Называется она Huawei Supercharge. Зарядка такая умная, что за 1 час и 15 минут зарядит ваш смартфон полностью. Потом перейдет в режим поддержания заряда. При этом максимально возможные 30 Вт зарядное устройство будет использовать всего лишь 5 минут. Затем около 17 минут он будет заряжать ваш телефон на 30 Вт. Далее мощность будет понемногу уменьшаться, и через 40 минут зарядка переключается в режим стабилизации напряжения с последующим уменьшением тока до нуля. Вот такое вот умное ЗУ от Huawei. Емкости батареи хватает на 1,5 дня умеренной эксплуатации. Все, конечно же, зависит от конкретного пользователя. Быстрее, чем за день, смарт у меня лично не умирал. По экрану. Многие жалуются, что он здесь довольно дешевый. По мне, характеристики для бюджетника более чем достойные. Судите сами. Разрешение дисплея 2310 на 1080 точек. Плотность пикселей 398 ppi. Соотношение сторон 19 к 9. Диагональ экрана 6,4 дюйма. Выполнен он по технологии LTPS. Эта технология характеризуется меньшим, чем в IPS, потреблением энергии, лучшим временем отклика на касание экрана, более дешевой технологией изготовления с применением меньшего количества элементов. LTPS — это продвинутая версия IPS, ну или удешевленная. Для нее используют другой материал, низкотемпературный
поликристаллический кремний, который дольше обрабатывается, прежде чем вставляется в матрицу. 20-кратная разница количества контактов и вынос части схем на стекло тоже влияют на цену. Мультитач стандартный, 10 касаний Smart отрабатывает. По коммуникациям, Android не самой последней версии, 10 с установленной фирменной оболочкой. На борту практически все возможные виды коммуникаций, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5 версии с поддержкой Low Energy, USB, NFC, геопозиционирование осуществляется с использованием ADGPS, Galileo, GLONASS и GPS. Кодеки высокой четкости, к сожалению, не поддерживаются, лишь SBC и AAC. Smart поддерживает 4G частоты всех отечественных операторов связи. Динамик, к сожалению, моно, и это уже редкость в данном сегменте среди топовых смартфонов. При игре без наушников тот же PUBG это дело напрягает. На борту есть также датчики освещенности, приближение, компас, считывание отпечатка пальцев, разблокировка по лицу. Сканер отпечатка пальцев расположен сбоку в кнопке питания, работает хорошо. Фонарик есть, разъем для наушников, как вы уже услышали, завезли. Разблокировка что по лицу, что с помощью отпечатка пальца моментально. Претензий к ней у меня нет. Есть претензия к качеству вибро, оно здесь никакое. В кармане вы ощущать не будете его, может и ощутите, но только если к чему-нибудь скотчем его приклеите. Датчика уведомлений нет, Always on Display нет, так как это не Super AMOLED и это просчет. Активацию через меню функции взять в руки, при этом активируется экран блокировки и все отображается на нем, можно считать костылем, заменой такой индикатора. В целом в данном смартфоне довольно много костылей, самый главный из них это отсутствие сервисов Google. Huawei сделала свой собственный магазин приложений Huawei App Gallery. Там достаточно много приложений, но, конечно, ему далеко как до App Store, так и до Google Play Market. И хотя магазин этот наполняется приложениями, без Google Media Service он все равно не может считаться полноценной заменой магазина Google. Google Pay, к примеру, в смартфоне заменен на приложение кошелек, но кошельком поддерживаются не все банки. Всего доступно 52 банка России и Белоруссии. Сбера в их числе нет, но есть поддержка SberPay. Тема приложения кошелек существует на ресурсе FOPDA довольно давно, с 2013 года. В приложении организована поддержка карт лояльности, купонов, подарочных сертификатов, банковских карт, билетов на разные мероприятия. Но самое главное, пока что не со всеми банками разработчики приложения договорились о работе. И это очередной костыль. Наверняка до сих пор есть люди, которые не пользуются бесконтактной оплатой со смартфона, таким, наверное, все равно. Следующий костыль — это поддержка различных Google приложений, например, WhatsApp, Viber, Instagram. В магазине приложений у Huawei их нет, но их можно поставить через Petal Sich, официальный инструмент от Huawei для поиска и установки приложений. Вроде бы проблема решена, но нет. Уведомления от таким образом установленных приложений приходят не всегда и не всегда вовремя. Нужно углубляться в настройки смартфона, чтобы активировать нужные пункты меню, и после обновления опять же может все слететь. Есть также приложения Aptoide и Aurora Store, с помощью которых также можно ставить приложения и игры. Но скорее всего активация ваших игровых аккаунтов проходит через Google Play игры, а это очередной костыль. Одно дело, если у вас все это активировано через Facebook или телефон, или ваш e-mail, а другое дело, если вы везде играли с привязкой к Google Play. Вот тогда печаль. Нужно искать способ переактивации игровых аккаунтов на другой и способ логина в свои учетки. Не приходят уведомления от Mail.ru почты? Ставим Яндекс.Почту, настраиваем сбор почты с мейла и радуемся. Есть игровой центр, который позволяет отключать всплывающие уведомления на экране, приходящие, как всегда, в самый неподходящий момент. Там же можно выставить фиксированную яркость экрана, что довольно неплохо для геймеров. Там же можно добавить периферийные устройства, джойстики, геймпады, клавиатуры. Нет приложения YouTube, но вы можете установить приложение YouTube Lancet и наслаждаться просмотром роликов без надоедливой рекламы. Если, конечно, не боитесь доверять свою учетную запись Google сторонним разработчикам. Ну вы понимаете, о чем я. Есть еще G-Space, инструмент для запуска приложений, которые не работают с мобильными сервисами Huawei, но и они являются лишь способом преодолеть сложности. Пока в этом смысле все плохо у Huawei. А теперь самое основное, почему я рекомендовал бы Smart к покупке, несмотря на все костыли, описанные выше. Это, конечно же, камера. Она для этого ценового сегмента просто супер, но только для съемки фото. Характеристики у основных камер вы видите сейчас на экране. Ничего прям супер фантасмагоричного, скорее даже характеристики более чем скромные.
отличное. Главное, есть автофокус, фотовспышка тыльная, светодиодная, фото на основную камеру Smart делает просто потрясающие. Есть ночной режим, но он, конечно, не так хорош, как у топовых представителей линейки. Но и это понятно, иначе кто будет покупать Huawei P40 Pro? Есть возможность поставить приложение Gcam для еще более крутых фотографий, но она почти традиционно вылетает при переходе на съемку видео. Из минусов: стабилизация видео невнятная, нет съемки в 4К, нет поддержки даже 60 FPS на 1080p. Странно, при том, что процессор вывозит такие нагрузки довольно легко. Съемка видео в максимум 30 FPS с разрешением 1080p — это вообще атовизм и печаль. Примеры видеосъемки и фотосъемки вы сейчас можете увидеть на экране. И даже видео этот телефон в темноте снимает довольно неплохо. 8:30 утра, сумерки и пример записи неромантичных видов вместе с микрофоном с телефона Huawei P40 Lite. Я бы сказал, что он в принципе даже на увеличении, даже с такими внешними условиями работает довольно неплохо. Последний пример видео при недостаточной освещенности: 9 часов утра, легкий туман, Мурино. Да-да-да, если вы хотите переехать в большой город, планируйте вот увидеть такое. Во всяком случае, ладно, не в большой город, а в пригород. Вот так примерно будет снимать Huawei P40 Lite в условиях недостаточной освещенности, ну и неполной темени. Пример записи фронталки в условиях недостаточной освещенности. Как видите, вообще все практически становится белым сзади меня. Соответственно, фронталка, ну, мало что вывозит. Надеюсь, хоть звук пишет нормально. Но я неплохо зафиксирован, учитывая, что я иду по скользкой дороге. И стабилизация ничего, и захват ничего. И вот сейчас уже смеркается, не идеальное время для съемок, но и не худшее. Примерно так будет снимать Huawei P40 Lite в практически идеальных условиях. Вот так работает автофокус, если вы зайдете в магазин, в котором неплохое освещение, и будете резко менять на разные фрукты фокус. Цена по ссылке в описании к видео 14 900 рублей без всяких кэшбэков, но на распродажах, которых на Али полно. Приятные цены на топовые вещи и мои именные промики на Али вы всегда можете найти в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую, как звонилку и для фото советую. Людям, не играющим в игры, которым не критично отсутствие Google сервисов и которые в основном читают новости, слушают музыку и фотографируются на смартфон, можно брать. Мобильным геймерам, имеющим свободное время для заморочки с установкой Google сервисов или друга, разбирающегося во всем этом, тоже могу порекомендовать к покупке, потому что на высоких настройках в том же PUBG играть в этот телефон в кайф. Тем, кто не умеет плясать с бубном вокруг смарта, а хочет купить вещь за 15 тысяч рублей и пользоваться ей сразу из коробки, посмотрите в сторону конкурентов. Либо вы стандартно купите Poco X3 NFC, обзор по ссылке в правом верхнем углу, но я всегда советую OnePlus Nord N10, который стабильно продается около 18 тысяч рублей на распродажах, и Realme 7 Pro, который за 19 тысяч рублей довольно часто можно купить на том же Тмоле. Обзоры по ним вы также можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Там никаких бубнов не нужно будет, и танцев тоже, но по фотографии однозначно выигрывает Huawei. Завтра обзор на наушники Havit Haki Moon, и я их разыграю 5 пар, так что смотрим все. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, приходите на стрим в воскресенье, буду распаковывать кнопку YouTube онлайн. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.